Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем расклад, который, думаю, будет интересен очень многим, потому как мне в комментариях под видео очень часто пишут мои подписчики: сделайте расклад на тему будущее России. Что будет дальше в России? Те, кто остался в Российской Федерации, те, кто уже эмигрировал из России, они все равно хотят знать, что будет дальше, потому как многие хотят приехать. Что будет дальше? Будет только хуже или будет все-таки улучшения какие-то? Со мной сегодня колода «Безумной Луны» Патрика Валенса, который замечательно ответит на вопросы психологического характера, вопросы касаемые политики и касаемо каких-то дискуссий, войн и так далее. Первый вопрос, который я хочу задать колоде, это сигнификатор Российской Федерации на сегодняшний момент. Что происходит на сегодняшний момент с Российской Федерацией, в каких она находится энергиях, какой эмоциональный фон, да, возможно, нам покажут нас, обычных граждан, возможно, покажет нашу власть, да, сигнификаты Российской Федерации. Сигнификаты Российской Федерации на сегодняшний момент. Воюем, да, все воюем, все скачем на блохе, все идем завоевывать какие-то новые территории, с каким-то боем, с каким-то рвением, такие злые, такие, знаете, как собаки злые, со всей страстью, да, но еще такие зеленые, и сами не понимаем, что делаем, но все равно идем вот с этой палкой, на этой блохе, скачем и идем в бой, да, защищаться от кого защищаться непонятно, сами нападаем, да, по рыцарю жезлов нападение, причем кто-то за верхушку исполняет их обязанности, да, здесь говорится о человеке на блохе, на самом деле блоха везет, да, а человек сам ничего не делает, человек только в руках палку держит и орет очень грозно, но блоха выполняет все остальные функции, блоха и летать умеет, и повоевать может, да, и пойти за своего генерала в бой, да, а тут генерал совершенно не хочет крылышками махать, у генерала крылышки вон какие фиолетовые, он из знатного рода, да, и он не пойдет сам палкой-то махать, он хочет какой-то крови, да, хочет какой-то жести. Тут такие оборонительные позиции и наступательные какие-то позиции, да, от нашей страны сейчас на сегодняшний день. То есть рыцарь жезлов указывает на борьбу какую-то, да, на войну, естественно, да, которую сейчас ведет наша страна с Украиной. Экономика нашей страны на сегодняшний момент, да, и вообще на 2023 год, до конца 2023 года. Экономика Российской Федерации до конца 2023 года. Что будет с экономикой вообще? Что поменяется, что, возможно, останется все так, как есть. Денег мало, возвращаемся назад к тому, что уже когда-то было. Эмоции у людей переполняют, да, эмоции полная чаша, эмоции вместе с вот этими картами, да, вместе с картой Паш Пентаклей и Колесо Фортуны не совсем приятные, потому что у нас СССР 2:0 начинается. Денег мало, трудимся, работаем, но денег не хватает, возвращаемся к тому, что было когда-то давно. Вроде бы идем к новой жизни, вроде бы должны идти к новой жизни по десятке Таро, колесо фортуны 10, старший аркан, но однако никуда не движемся и движемся только вот вниз, да, экономика страдает, рубль падает. Здесь говорится о падении рубля, и эмоции людей переполняют, захлестывают нас, как же так? Неужели мы идем к тому, вот с чего все начиналось в Советском Союзе? Да? Здесь о падении рубля говорится, о падении рубля в этом году. Что будет с властью, да? Возможно, что-то изменится, возможно, поменяется кто-то, да, там у нас. Но я уже говорила в своих предыдущих видео о том, что власть останется на своих местах, пока идет война. Что с властью? Возможно, какие-то законы будут приняты, да, что вообще будет происходить. Людей подопрут к стенке, да, для того, чтобы люди испытывали эмоции, ну, которые, собственно говоря, вот туз кубков вышла королева кубков, которые их будут переполнять. Людей прижмут к стенке, и какой-то суровый руководитель вместе со своими подчиненными будет выступать с экранов телевизора, вы сами понимаете, кто это будет, да, и будет говорить о том, что денег нет, но вы держитесь, дорогие мои.
Ну, здесь все про деньги, да, здесь говорится о том, что экономика страны будет в состоянии полной разрухи. Плюс ко всему за нами еще будут следить, с нами будут манипулировать. Манипулировать в связи с чем? Ну, вот как раз по поводу денег, да, я тебе дам денежку маленькую, такую небольшую, а ты иди и, ну, тут про мобилизацию еще говорится, тут еще будет мобилизация, и тут как раз для чего еще, для чего экономика у нас упадет, да, рухнет рубль, для того, чтобы люди шли на войну, для того, чтобы люди шли против себя, те, кто не хочет, да, очень умные люди, да, грамотные люди, но те люди, кто потерял ресурсы, у кого есть большая семья, у кого нет работы, денег, те получают от правительства какую-то небольшую денежку и идут за нее воевать в Украину, на Украину, как правильно, поправьте меня, пожалуйста. Тут говорится о манипуляции властей, которые будут давить на людей, тем самым то, что денег нет, работы нет, мы вас обеспечим и работой, и деньгами, только идите, пожалуйста, на поле боя, да. Здесь говорится об этом, о том, что с экономикой все будет плохо, о том, что мы возвращаемся к Советскому Союзу, к каким-то военным действиям, которые происходили вот именно тогда, да, но только тогда мы оборонялись и защищались, а сейчас мы нападаем. К чему приходит страна, к чему приходит Российская Федерация к концу 2023 года? Посмотрим сейчас 2023 год и немножко посмотрим начало 2024 года. Январь-февраль буквально. К чему к концу года приходит Российская Федерация вообще? Опять вот эти подачки, да? Люди чувствуют себя отверженными, да свершится правосудие, но правосудие по карте Безумной Луны здесь какая-то нечестная игра, да, правосудие будет нечестным каким-то. Такое ощущение, что люди вот будут ходить по тонкому льду, людям все это надоест, будет какая-то мелкая денежка, которую правительство будет давать людям, отшельникам, да, которые потеряли работу, и, соответственно, пусть они идут и воюют, да, да свершится правосудие, да, не хочешь так вот, иди, пожалуйста, вот так вот за денежку, да. Людям, многим окончательно это все надоест, тут испепеляющее солнце, да, которое вместе с пажом жезлов говорит о том, что мы по тонкому льду ходим, ребята, с вами. И каждый сейчас может оказаться в такой ситуации, да, то, что сейчас мы говорим, мы не пойдем ни за что на войну, не будем воевать, не будем участвовать в этой мобилизации. Но такое ощущение, как будто сами того не ведая, очень многие, кто сейчас говорит нет, как будто бы они пойдут туда вслепую. Такое ощущение, как будто людьми будут преобладать эмоции, левой стороной повернутые все наши персонажи, да, из карт. Паж жезлов и семерка жезлов. Это люди, которые, рискуя, подвергая свою жизнь риску, то, что им все надоело, то, что они остались без работы, они пойдут все-таки, да, на войну за небольшую какую-то денежку, за какую-то небольшую плату. Здесь говорится вот об этом, к чему придет Россия в конце года, к большим потерям. К большим потерям, к безработице, к падению рубля и к тому, что война будет продолжаться с Украиной. Что будет в начале 2024 года? Что будет в начале 2024 года в Российской Федерации? Январь-февраль. Вот так вот. Прошу прощения, мне тут карты выдают иногда финтушами. Что будет в начале 2024 года в Российской Федерации? Январь-февраль месяц. Тут говорится о том, что
люди будут бояться и пытаться уехать из страны, их будут ловить и жестоко наказывать. Объясню почему. Потому что будет запущен какой-то слух о том, что в России будет масштабная какая-то война и будет объявлено военное положение. И вот тогда все будут потихоньку удирать, но границы-то будут закрыты, а те, кто будет удирать в какие-то другие города и жить не по месту жительства, да, своего, чтобы их не могли забрать на войну. Тут все говорится про войну на самом деле, и в начале следующего года тоже. Правительство у нас пока не поменяется, война у нас пока вот идет таким вот плавным ходом, но будет более жесткая такая мобилизация. В начале следующего года будет объявлено военное положение, и будут искать людей, которые будут отказываться от участия в военных действиях. Тут будет применение сил, наблюдение, да, слежка за людьми, которые будут отказываться повиноваться правительству. Тут введение военного положения в начале следующего года. И объявление о якобы какой-то масштабной войне именно в России. Якобы на Россию кто-то хочет напасть. На самом деле это слухи, это просто для того, чтобы прижать обычный люд к стене. Для того, чтобы люди боялись. Играют на нашем страхе. Ну вот это, собственно говоря, начало 2024 года. Пишите, пожалуйста, в комментариях, о чем бы вы хотели узнать на самом деле. Кстати, я вот хочу сейчас посмотреть, будет ли голод, да. Кто-то мне в комментариях писал, я вот сейчас вспомнила, что будет голод, полная неразбериха, будет не хватать ресурсов. Но я смотрела уже, да, то, что продовольственных товаров будет не хватать очень сильно. Будет ли голод в Российской Федерации в 2023-2024 годах? Ну, будет очень многие товары будут доставаться тяжело, да, и практически исчезнут с полок. Что-то, к чему мы привыкли, не будет завозиться в нашу страну. Ну да. И опять-таки тут какая-то угроза. Под угрозой войны в Россию прекратят поставки продовольственных товаров. Это будет в конце 23-го, в начале 24-го. Под угрозой военных действий в России перестанут поставлять продовольственные товары, и будет очень тяжело именно с продовольственными товарами. Людей прям припрут к стенке. Что касается голода, тут не совсем голод, да, тут именно нехватка каких-то продуктов, да, те, кто занимается земледелием, те, наверное, ну, будут в шоколаде, да, а те, у кого ничего нет, своего ничего не растет в огороде, там, допустим, да, нет каких-то запасов, нет какого-то погреба с огромными запасами, те, конечно, пострадают. Поэтому запасайтесь, пожалуйста, продуктами, потому что продуктов будет не хватать. Сейчас пока все так безоблачно, сейчас пока все так хорошо, все так прекрасно, и поэтому люди думают, что всегда так и будет. Но я вас не предупреждаю, я просто настоятельно вам рекомендую думать о том, что сейчас происходит в другой стране, и то, что у нас может быть ничуть не лучше, да, чем в другой стране, потому что это все какой-то всемирный большой заговор. Поэтому нужно готовиться к каким-то последствиям всего этого хаоса заранее. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать, на какую тему вы бы хотели увидеть расклад. Я все это читаю, возможно, не сразу, но я приду обязательно к вашим вопросам и сделаю расклад по вашим вопросам. А пока всего вам доброго и до новых встреч. Я вас очень сильно люблю.